Ребята, всем привет! Смотрите, как у нас тут украсили подъезд. Вот так придумали потолок шариками. С Новым годом. И вот такая вот елочка разрисовали. Ставили подарочки. Импровизированный снеговичок. Под елочку тоже подарочки. Вот это тоже, смотрите, какая коробинка. Прикольно, да? Что, у нас сегодня на улице минус 20 градусов. Здравствуйте. А нет, уже вроде теплее, снежок пошел. Снежок пошел. Сейчас дойду до магазина. Сейчас дойду до магазина. В эту метель, в эту стужу. Дойдем до магазина. Снежочек вроде идет, но непонятно, то ли он от ветра. То ли он снежок идет, то ли от ветра с сугробов просто сдувает. Не, маленечко все-таки идет, моросит снежок. И домой, ребят, приду, сделаю чаек и расскажу вам ту историю, про которую я писала в сообществе. Интересно вам или нет, маленько личного коснемся. Такая прям личная история. И интересно вот послушать мужчин, как они отреагируют на эту историю, и женщин. Девушки особенно, как бы вы поступили на моем месте, правильно я вообще неправильно поступила. Ой, пробираемся, сейчас вам покажу эту снежную красоту. Ну, я не знаю, мне не холодно, я даже в минус 36, когда у нас было, выходила. Я прям кайфую ненадолго, но тем не менее, вот как сегодня погода, минус 22, по-моему. Но сейчас уже время обед будет, теплеть. Я бы прям погуляла. Но надо записать для вас видео. Ну и чуть-чуть жопа ленивая. Как-то погулять. Надо настраиваться. Сугробы такие. Все в сугробах. Тут рядышком какой-то цех производства. Машинки такие прессуют бумагу. Я не знаю, как это называется, когда бумагу перерабатывают. О, какая красота. Аллейка снежная. Снег, ребят, хрустит. Слышите? Хрустящего снега вам. Ладно, все, отключаюсь, включусь уже дома, чтобы открыть вам свои секретики. Да не секреты, на самом деле. Я давно думала, рассказать, не рассказать. Вообще, знаете, это из ряда и хочется, и колется. Сейчас домой придем, расскажу вам, зачем. Короче, пока настроишь, какой кадр света, где лучше. И вообще непонятно, так никогда ничего не сниму. В итоге сейчас сделаем чай, наверное, пойдем в ту комнату, в другую. Вся моя еда основная. Ребят, не могу жить без чая. Вон, видите, да? У меня там чай, сахар и все. Чай, сахар и молоко. Черный чай. По-казахски, да, это вроде называется. Сейчас я поставлю на штатив. На штатив вас поставлю. Всегда рассказать, вы понимаете, ребята, есть много чего рассказать. Но когда вот этот вот момент доходит, что вот включаешь камеру и не знаешь, с чего вообще начать рассказывать. Надо настроиться, вроде продумываешь, думаешь, вот сейчас как расскажу. А по факту
начинаешь тушеваться перед камерой. Ой, не с той стороны. В общем, речь пойдет про давнего моего друга. Так, как бы нам... В общем, ладно, попробовала, думала, может быть, в зале будет поудобнее сидеть. Но, короче, заказала штатив, купила. Вот какой-то больше напольный штатив, чем настольный. Неудобно ракурс настраивать. Очень высокой ножкой и капец. Ну, так, в общем, речь пойдет о моем давнем друге. Ну, как я его считала другом. Познакомились мы в Таиланде, еще когда первый раз я там приезжала в Таиланд. Знакомство у нас там началось очень интересно. Мы познакомились с ним случайно. Он мне помогал по ряду вопросов. Ну, как я считала, что он мне помогал-то. На самом деле, вот сейчас, спустя время-то, оглядываясь назад, да, возможно, он там где-то какие-то моменты и помогал, но я не меньше помогала. И, безусловно, они очень хорошо пользовались моими ресурсами. Он пользовался моими ресурсами. Вид у него такой, типа, интеллигент, понимаете, такой, типа, вот, производящий впечатление мужчина уравновешенного. Уравновешенный мужчина — это какой мужчина? Ну, это, типа, сильный мужчина. Так думала я, пока наша дружба ограничилась только какими-то там, ну, встречами, посещениями, беседами. Первое подозрение у меня о том, что он не очень... Ну, в общем, не будем говорить там, не будем судить, говорить, просто есть вот как бы мой человек и не мой человек. Денис оказался не моим человеком, и, по всей видимости, он никогда им не был, потому что, опять-таки, оглядываясь вот назад, ну, там больше пользовались моими ресурсами, нежели мне там в чем-то когда-то помогали, причем финансовыми в том числе очень хорошо пользовались. Ну, да, я у него могла занять денег, но я его всегда отдавала, но уже сам по себе момент такой, да, вот, очень странный. Тут деликатная такая тема, я не знаю даже, как ее затрагивать, но надо затронуть, надо рассказать все как есть, иначе у вас будет недопонимание, непонимание, максимально откровенно попробую деликатно рассказать. Ну, в общем, как бы все всегда говорили, что я ему нравлюсь, ну, оно то и очевидно, да, как бы, ну, я же тоже не дура, мне 37 лет, и я прекрасно понимаю, что мужчина, там, бросая свою девушку якобы там в наигранную брачную ночь, мчится там через все поле, когда там, ну, у меня ситуация с подругами тогда только прилетели, они, оказывается, своей этой девушкой, инфо-цыганкой назвали, будем ее так называть без имен, просто инфо-цыганка. Это сыграли, типа, постановочную свадьбу, она его добила, вот, представляете, да, женщина, вот я про себя тоже думаю сейчас маленько в сторону, я буду часто в сторону отходить, поэтому улавливайте мысль, учат других женщин и мужчин просветлению какому-то, самоуважению, а при этом сама бегает за мужчиной, отбила его у своей подруги, хотя я вот сейчас искренне не понимаю, блядь, как его, зачем его вообще отбивать? Вот он вот прям вот как мужик, я не знаю, как приятель, возможно, там как бы это, но вот сожительствовать на одной территории, вести там какой-то там быт или какие-то личные взаимоотношения, он прям зиру. Ну, мне вот после вот нашего экспириенса с ним стало вообще все понятно на свои места, стало вообще... Я даже вспоминаю, и меня все это раздражает, бесит. Ну и вот, короче, как человек, эта инфо-цыганка может продавать там какую-то информацию и получать других, когда сама бегала, блин, типа за подружкой тайкой парнем, отбивала его годами, блин, они, извините, ну больше, ну, насколько мы знакомы, 8 лет, они уже на тот момент встречались, там, сожительствовали вместе, и прикиньте, все это время она его там прессовала разными методами, чтобы он на ней женился. Он официально так и не женился, сыграл эту кукольную свадьбу для родителей якобы. Ой, мамочки, и смех и грех. И вот в эту самую кукольную свадьбу в ночь, получается, прилетаю я с своей подружкой, и у меня подружка поехала там на байке, и, в общем, байк перевернулся, она сильно ударилась, у нее кровотечение, там скорая, 5-10, я напугалась. И, в общем, он, бросая свою вот эту инфо-цыганку, приезжает ко мне, и там до утра мы с ним просидели на вилле, проболтали вообще ни о чем. У нас, еще раз повторюсь, никогда не было никаких близких взаимоотношений, я его, в принципе, вот как объект для чего-то больше никогда не воспринимала. Ну, от слова совсем, понимаете. Ну, если уж в Таиланде, да, где ты там можешь где-то расслабиться, выпить бокальчик другой, то и больше чего-то алкогольного, там, я не знаю,
при жаре, море и тому подобное, как бы со всеми вытекающими, да, вот декорациями, способствующими там каким-то вот таким моментам не случилось, то, блин, ну с чего оно должно в Томске случиться? Но все знаете же прекрасно, что у меня умерла мама, и мне надо было прилететь, так как, ну, у моих сестер не было возможности оплатить похорон, вернее, у старшей сестры. У Ларисы она была эта возможность, но она, как она сказала, мне эта старая тварь не нужна, сдохла и хорошо, прикиньте. Я от нее отреклась, она не является. А потом, знаете, что самое интересное? Я вот когда маме телефон взяла, вот это все 3 дня, когда мама болела, и вот вызови в первый день скорую, даже во второй, она бы еще могла быть жива. Окажи ей свое время на помощь. Та почистила в телефоне все сообщения в WhatsApp, в этом, а на самом-то телефоне входящий, сходящий, ее входящий, учитывая, что там постоянно там, так как ну, Артем у нее на опеке, это моя мама, внук, мой племянник, и у них часто были разногласия по его воспитанию, та просто блокировала, ну, тем самым доводя пожилого человека, 73 года, доводя до истерии, до давления. Ну, поняли, просто, блин, там, я не знаю, доходит там, не знаю, он звонит, допустим, чтобы вы были понятны, она его там из дома выгоняет, или они там подрались. И все, и потом херакс, типа, там, пиздец, 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 нужно помощью херакс, телефон недоступен, та отключает ему телефоны, сама блокирует, на связь не выходит. Ну, поняли, какая идет манипуляция такая психологическая. Мне уже сейчас кажется, что это намерения, действия ее были. А с виду та вот такая же, как Денис, знаете, вот с виду. Вот когда люди вот так вот присмыкаются, блядь, пытаются... Это вот самые поганые люди на свете. Вот лучше, как я, блядь, вот матом нахуй послать сразу... Или, я не знаю, там, взорваться. Но вот эмоциональные люди, они самые откровенные. Ну, по крайней мере, без говна за пазухой, это уж точно. Если там что-то есть, то оно вливается сразу, без каких-либо интриг, вот так скажем. Но самое интересное, что в этом телефоне были входящие звонки от нее маме. Учитывая того, что та ее постоянно блочила. Понимаете, вообще. Та с ней только на матах разговаривала. Ну и вот, ладно, не к этому. Когда вот много информации, чего накопилось, да, вот, и просто вот вся вот эта история, она вытекает из одного большого, поэтому здесь чуть-чуть, надеюсь, вам будет все понятно. И если что-то будет непонятно, вы пишите в комментариях, я с удовольствием либо повторное видео уже разделю и расскажу, либо просто в комментариях с вами пообщаемся, отвечу. Ну и, короче, история такая. Какие у меня были сбережения, на тот момент их было там немного, в районе $1500. Слава богу, они были у меня в загашнике на карте. Я их поменяла. И так как тоже у меня не было нормального обменника, там что-то курс у меня вырезали, прям вообще очень там, ну, так как это срочно были, короче, меня еще и по курсу там наебали, им было похуй, похороны, не похороны, там... Ладно, не будем в эту историю углубляться. Ну окей, поменяли, я отправила. Потом двоюродный брат, вот этот тот, который у нас, Сашка Важенин, тоже ровно такую же сумму, как и я, отправил. И, в общем, на это маму похоронили. Короче, и мне надо было лететь, чтобы помогать сводному брату, так как он всю жизнь прожил с мамой, и у него, ну... большие психологические проблемы, и были проблемы с алкоголем. Ну, слава богу, сейчас это все мы, дай бог, прошли, решили. Тут занимаемся оформлением пенсии ему. Вот завтра, кстати, должен с больницы выписаться, дай бог, выпишут. Вообще сегодня должны были. Ну, не суть, короче, есть чем заняться. И то есть это не получается так гладко, как на словах сейчас. С алкоголем мы тоже с ним боролись. Я там бегала его, искала по району. Каждые 5 минут там, ну, грубо говоря, по несколько раз в день там названиваешь, контролируешь. Плюс как бы у него нет источника дохода сейчас, ну... И этот источник дохода, это я, грубо говоря, финансово я тяну. И себя там, и его. И, туго на самом деле, очень туго финансово. Очень тяжело. И психологически везде накал. Учреждения по больницам, сами знаете, это дело такое. Я же с этим вообще никогда не сталкивалась. Ну и суть в том, что я предложила Денису снять на двоих квартиру. Так как он там говорил, что будет улетать там в Китай, ему надо зубы делать. И вообще там по работе туда-сюда, типа, у меня почти дома не будет. Ну окей. Я тоже полагала, что я буду, типа, часто отсутствовать в связи с тем, что буду для вас ездить снимать. Но, видите, как бы,
Эмоциональное напряжение, физическая усталость, это сказывается на физике. И, в общем, плюс я еще веду там в другой социальной сети работаю, там много времени уделяю. Ну, как бы, в общем, никто из нас, ни он, ни я, дома подолгу не отсутствует. Единственный момент, что вот он там с утра дома, а вечером уезжает, там поздно вечером, и под утро приходит. Ну, первое время, там пару недель, недели 3, он как бы, мы спали на одном диване, для нас это не было проблемой, никогда не являлось. Мы в Таиланде могли часто ночевать вместе, там, не часто, вот, ночевали вместе, был такой момент, и никто там никакие грани не переходил. Но когда мы сняли квартиру, потому что сейчас тоже снять хорошую квартиру, это надо депозит внести, плюс арендную плату, то есть это да было. Еще раз повторюсь, так как у меня там расходы на похороны, плюс фактически полностью обеспечиваю старшего брата, помогаю ему, да, пока вот он сейчас на ноги не станет после маминой смерти. И, в общем, как бы и ему экономия, и мне экономия. Ну, все, короче, я выбрала квартиру, заснялась, заселилась. В общем, стоит, что он тут недолго будет со мной сожительствовать, как бы ему потом надо будет уезжать. Окей, как бы типа 2-3 месяца, окей. Вот, я ее продолжаю там снимать, сколько мне надо. Мне здесь надо в России подольше задержаться. Блядь, все было поначалу нормально. Знаете как, вот, допустим, я такой человек, я не могу встать на себя, только завтрак приготовить, когда там человек в другой комнате, поесть, да, это вообще по-конченному, я не знаю. Даже сам факт вот этого всего обсуждения, это уже вводит в такие деструктивные энергии, да, когда ты понимаешь, блядь, хуйня полная. А тем более, когда вот эта полная хуйня идет якобы, блядь, от сильного мужчины, да вообще, в принципе, неважно, сильный, слабый, просто от мужчины. И ты вот просто хочется, не знаю, обрыгаться. Вот настолько вот сейчас мне этот человек просто отвратительный. Даже вот разговор о нем, вот просто вам надо эту историю рассказать. Я вам, делала объявление. Короче, я веду блог, и я должна с вами быть откровенной. Правильно? Правильно. Вот сама даже разговор об этом субъекте, блядь, меня просто раздражает. Вот какой он все-таки тошнотворный. И бедная эта баба, ей при памятник надо при жизни поставить, что он на самом деле с ним, блядь, столько отжила. Он прям просто, фу. Как мужик, он даже не то, что там в ноль ушел, он в минусах, в больших минусах. Я не знаю, какая нормальная женщина с ним будет. И, ладно, бог с ним. И это, короче, поначалу нормально, как бы дружеские отношения, там болтаем, он там поддерживает психологически. Я не считаю, это поддерживает, господи, не сижу я тут что-то рассказываю о своих делах. Не хочешь, блин, не слушай, что кого-то заставляю, возьми ты выдели, скажи, Кать, не грузи меня. Как бы вот все взрослые люди. По поводу там продуктов. Он там, едет, покупает продукты, там съели, я покупаю продукты, там, я утром стою, там завтрак готовлю, а завтрак, как бы плотный, это, извините, там и колбаска, и зелень, и сырочек, и там, и либо это блинчики, либо это там яйца жарю, или отвариваю, это все с нарезочками. Я всегда как бы давай кушай, там, 5-10, извините, это тоже денег стоит. Он, знаете, я сейчас вам скажу, 3 раза купил продукты, и потом был такой момент, что, так как я содержу Славку, и там купить себе, не всегда бывает все ровно с деньгами. В общем, у меня просто не было денег купить. А он что-то хуйню какую-то купил, такую, знаете, типа там доширак, такой, там где-то лежал, там какие-то там творожники в холодильнике. У меня реально вот прям, не было денег даже еду купить. У меня были, не было, прикиньте. Должны были там через пару дней быть вывод, там, зарплата прийти. Есть хочется, я съела. Я ему такая говорю, я тебе там подъела, я тебе отдам. Он такой, типа, ха-ха-ха, смешно очень. А в итоге, короче, и как бы все, я потом получила деньги, пошла затарилась. Короче, что-то, раз закончилось, знаете, как бы 2 закончилось, я купила, смотрю, он вообще, причем, знаете, вот заходит мужик, да, вот заходит в дом, видит, что дома нихуя нету, ничего нету, холодильник пустой, и берет он вот это кофе одноразово пил, и берет только одно кофе, то есть, демонстративно. То есть, я не знаю, я не первый раз с кем-то снимаю квартиру, никогда такой истории не было, вообще само по себе конченая. Я даже вот там, я не знаю, вот в Нью-Йорке жила, там, вот где-то иногда хочется, там, знаете, какую-нибудь там фастфудную херню купить на улице, поесть, бывает, да, такое желание. Да, у меня и то, знаете, такое, как бы, типа, чувство угрызения, типа, такая, в крысу поехала там где-то, что за закон такой? Надо там, сама поеду, надо домой там купить,
значит, тоже этот кусочек пиццы, там неважно, будет человек, не будет, если захочет съесть, не захочет, ну, окей, я съем. Но сам факт то, что, я не знаю, это такие вещи нормальные, а тут от мужика такая херня идет, прикиньте. Заходит домой, блин, видит, что у девчонки вообще есть нечего, заходит, покупает себе, смотрю, раз, два, три. Я капец, а меня внутри вот так вот колотит, я взяла ему все и высказала. А история, знаете, еще чем усугубляется, он давай ко мне приставать. Ну, то есть, я ему раз говорила, говорю, Денис, смотри, я говорю, как бы, у меня сейчас уязвленное состояние, во-первых, психологически, да, у меня очень много проблем, я нагружена, у меня финансовые проблемы, у меня большая ответственность идет. Я говорю, не надо, не порть ничего. 2 недели, 3 недели. Ну и как бы потом, ну, чуть маленько дальше зашли, как бы, ну, чуть-чуть, только чуть, там, ничего большего не было. Окей, и после этого, короче, опять он там, ну, уехал, вечером приезжает, и опять с этой кофе своим, и видишь, что ничего не это. Я ему говорю, давай поговорим. А меня прям вот так вот трахоебит вот эти 3 дня. Я ему говорю, я ему как есть, так и сказала, говорю, Денис, говорю, тебе не стыдно? Ты к девчонке в трусы лезешь, но при этом ты видишь, что дома нету ничего поесть. Это же, ну, понятное дело, что не от того, что ты же видишь, что когда у меня деньги есть, я холодильник затариваю, да, я завтраки готовлю, тебя зову, ты прекрасно кушаешь. Он такой, ну, ты же видишь, я же особо не ем, у меня же... Вот, причем с таким вот видом, наглый, вот такой спокойный наглый вид, понимаете? Я думала, что поначалу это интеллигентность, нет, это просто вот наглость в человеке такая. Вот, ну, нормального человека воспитанного такая наглость раздражает, что меня это трахоебило. Ты же видишь, я мало ем. Я говорю, нет, не вижу. Я говорю, прекрасно, и колбаску, и сырок, и яички, блин, тут это уплетал за обе щеки. И намазочки делаешь, бутербродики, прекрасно ты ешь. Аппетит у тебя плохой. Сидит такой лупает, ну, а что ты мне раньше не сказала? Ну, да, там же заехал за кофе, ну, надо было сказать. А ты что, блядь, мужику 50 лет, сам не видишь, что ли? Я сам вот тупой. Я тебе что, жена, что ли, говорить тебе? Вот ты живешь с человеком, ты видишь, у человека трудности, да, ну, ты домой можешь там хоть что-то купить, ты в трусы лезешь, ты, грубо говоря, переспать хочешь с этим человеком, ну, домой ты с ней сожительствуешь, нормально деньги... ну, типа, деньги берешь за квартиру, да, там, ну, я ему перевела, по крайней месяц, половину за квартиру, там, 16 тысяч, 16 500, чтобы, ну, не растратить, чтобы он оплатил, там, свою часть добавил. Но при этом, блядь, ты лезешь в трусы. Я хотела помочь тебе расслабиться. Нихера себе, какого у тебя странного понимания, дружбы. Предложил бы ты мне за квартиру, сказала бы, Катюк, давай ты в этом месяце там выправляйся, давай, как бы, я вижу, тебе тяжело, тебе трудно. Ты выправляйся, давай, как бы, ну, заплачу в этом месяце. Или, не знаю, пошел домой, затарил там на неделю холодильник. И такой сказал, Катюх, вот не беспокойся, вот чем могу, там много нету, да, ну вот как это, вот расслабься, хотя бы об этом не думай, а не залезь в трусы. То есть, прикиньте, я этого человека считала другом. Вот настолько он конченый, и я просто, я понимаю, я не могу с ним, ну, я смотрю даже после того, как я ему прямо сказала, он сидит, выслушал вот это наглый свой моськовый такой, и, ну, и опять, ну, другой бы человек, даже если он не подумал действительно, да, ну, ладно, человек, может быть, там, чего-то не подумал, не сообразил, ну, не докумекал. Ну, как бы сделал другой, вот как бы сделала я, будь я мужчиной или женщиной, и у меня возникла такая ситуация с моей соседкой. Я бы сказала, там, блин, он на машине, ну, я там, если на машине, подъехала бы, ну, вот он же выезжает, Катю, ему никуда особо там не надо, хуйней ходит, страдая, блядь, полночи. Там где-то лазит, шароебится. Сказала бы, Катюх, блин, ну херня какая-то вообще, ну пиздец, мы что, ну типа, ну из-за еды, ну это же вообще по-конченному, из-за еды там ругаться, ну что за бред-то, ну недопонимание вышло. Давай-ка, давай прыгай, поехали там, или пиши список, что тебе надо, или вон доставку, давай там с магнита сделаем там за эту, ну сорян, блин, не подумал, правда, есть такой косяк, там еще тут что-то. Если ты сам, извините, решил перешагнуть вот эту черту дружбы, да, там может, мне еще свидание романтическое устраивал. Господи, ребята, вот это уже, блядь, вот 50 лет мужику, вот это просто пиздец. Вот какой он наглый. Устроил мне, типа,
Кинотеатр с джакузи. Оказывается, в Томске есть такая услуга. Вот есть сауна, а есть кинотеатр с джакузи. Ну, типа это тоже в подвальных помещениях, типа там, типа холла оборудовано. В этом холле есть джакузи. Огромный, типа, прожектор этого, ну, экран этот, поняли, фильм можно смотреть. Там диваны, там кухонька, что-то приготовить, если с собой как-то что-то принесли. Лепесточками роз, там все розетовано. Я почему туда поехала? Из вежливости. Даже там у нас ничего не случилось. И, кстати, обратно, когда мы ехали, он понял, что мне эта вся история не понравилась. И в машине, когда вот он начал об этом говорить, я ему объясняла, то, что, говорю, у меня мама умерла, камон, 2 месяца прошло. Я говорю, ты что, я говорю, ты вообще куда, зачем, ты не понимаешь? Я говорю, вообще дело не в тебе, мне столько проблем не до этого. Я думала, ну человек бы понял, 50 лет, напомню человеку. В 3 часа ночи, блядь, не в 6-7 вечера позвал в кино, да, если ты хочешь поухаживать там, ну, или даже, ладно, поухаживать, в трусы залезть, позови меня в кино просто, там, купи попкорн, а то в нормальное время я встаю в 6-5 утра, чтобы начать работать, ты знаешь, что мне ехать на работу, ой, мне вставать на работу, начинать работать в 5-6 утра, ты меня до полночи, блядь, в этот кинотеатре непонятно, я там должна из вежливости быть. Я жалею, что я тогда сразу нахер его не послала и не высказала все прямо, потому что такие люди, как он, в моем понимании, они просто пользуются, знаете, типа, ну, темы-то реально такие грязные. И каждый человек постесняется, скажет, да ну, что буду тут из-за куска хлеба ругаться. А я не постеснялась, я думаю, в трусы, блядь, он лезть не стесняется. Домой заходить, даже просто, вы знаете, в гости друг к другу люди ходят, тем более мужчина никогда с пустыми руками не заходит. А тут человек живет, да, типа друг, типа не друг, блин, хочет там, лезет, блин, там ласкаться, хочет там чего-то большего, но при этом холодильник, видишь, что пустой, мы не соображаем там пойти там ту же самую колбаски, там сырок купить, я не знаю, да тут же дома сел, говорит, сказал бы, Катюк, ну, что вообще, ну, что-то вообще в холодильнике нету, давай доставку закажем, или еще-то что-то, прикиньте, вот, как, вот, я не знаю, вот у меня прям отторжение, я понимаю, почему у него денег нету, у таких мужчин никогда денег не будет. Я все думала, в чем его проблема, вот он все там на государство, на это, типа вот, ну, кто старается, работает, а потому что жадный, наглый, и ищет, где, блядь, пристроиться и кого наебать с вот этим вот своим видом. Извиняюсь за театраль, как сказать, за вот эти вот гримасичество свое, ну правда, вы бы это видели просто, а меня вот так вот все, а меня вот так вот все колотит, я на него смотрю, блядь, меня трясет, и думаю, сука, это же каким надо быть, я не знаю, либо тупым, либо наглым, либо невоспитанным, понимаете, сидеть вот с таким видом, я мало ем, блядь, думаю, фу, обрыгаловка, ебаная в рот, и они себя... Просто мужиками же считают, прикиньте, вот это вот недоразумение. Я ему просто уже не могу. Я ему раз говорю, Денис, все, съезжай отсюда. Мы же с тобой договаривались, говорю, ты сам, говорю, хуйни понаделал вот этой всей. Я говорю, я тебя предупреждала, я тебе говорила, я говорю, ну, я не могу с тобой находиться на одной территории. Говорю, мне неприятно с тобой быть. Вот как есть, так и сказала. А он, прикиньте, приходит, я ему раз сказала, 2 сказала. Ну, даже мы дома уже не разговариваем после того, как я ему высказала, что он, ну, типа это... ничего домой не покупает. Прикиньте, вообще не разговариваем, игнорим друг друга. Но он все равно приходит. Я ему раз говорю, тебе отдам эти деньги, блядь, за эти дни проживания, что ты тут не зажил. Я говорю, уйди, собери вещи, уйди, ну тебе же есть куда идти. Собери вещи, уйди, говорю, неприятен ты мне, все, не могу я с тобой находиться на одной территории. А меня вот даже сейчас, вот, блядь, вот вспоминаю вот эту историю, вот эту его моську, вот эту... Ой, блядь, я уже молчу про то, как они меня в Таиланде наебывали, эти друзья. Что его это инфо-цыганка, что это, блядь, помогайка. Господи, вот прикиньте. Вот настолько бывает вот в разум просто вот глаза открываются, это внутри, вот чувство тела на самом деле нам подсказывает. Мы не прислушиваемся к телу, начинаем это, ну, типа, какие-то эти придумывать там. До 5, 10, да там еще, до 1, до другой, да там, до 10. Не. Надо вот, когда чувствуешь в себе несправедливость, а это, ну, это даже не то, что несправедливость, это хамство, прикинь, ну, человек 8 лет дружили, себя другом считает, просто в сложный эмоциональный момент после смерти мамы, с такой психологической нагрузкой, проблемами семьи, финансовыми проблемами, просто, а я тебе помочь захотел, блядь, потерять бонькать у тебя там.
да ты вообще конченый просто после этого, просто, вот, бля, все, короче, вот такая вот история была. Об этом я вам хотела рассказать. Меня еще потом несколько дней после этого трахоебило, и сейчас трахоебит, как вы видите. Я тут зачищаю, блин, свечками прохожусь, полынью окуриваю, сандалом окуриваю, чтобы вообще вот этой вот его нищенской энергии не было. Ой, на самом деле вот такие вот мужики, они, правда, у них никогда в жизни ничего хорошего, они ничего не добиваются, они вот в разрядах среднего вот так и балансируют. Ну, не каких-то высоких там доходов или какими-то, не знаю, значимыми социальными фигурами они никогда не становятся вот за счет вот этого своего низменности, вот этой жадности. А ведь это банально, просто жадность. Жадность и наглость. Но только наглость не там, где она. Он ее не может там проявить нахрапом, эту наглость, знаете, чтобы там в карьере, там, не знаю, в социуме кем-то стать. А вот это так вот по мелочи. Причем же прекрасно понимал, что меня злит, что меня бесит. Я ему уже прямо сказала. И все равно же не, хотя бы извинился бы. Нет. Но слава богу, это недоразумение, в кавычках, дружеское, от меня зачистилось, осталось. Надеюсь, мы больше никогда в жизни с ним не пересекемся. Вот такие вот друзья, ребят. И что хочу вам сказать. Даже не то, что у вас совета спросить. Я сделала все правильно. Ну, я даже мало сделаю. Надо было это надо было сразу все это пресекать, а не ждать там не 3 дня, не 4 дня. Надо было вещи ему поставить, еще в первый же день выставить. И шел бы он лесом. Договор на меня, квартира оформлен. Вот. А вам хочу, вот, женщины, девушки, кто меня смотрит, порекомендовать никогда не терпеть. А ведь каждая женщина, она чувствует, вот тело реагирует. Оно, знаете, вот оно прям вот как потрухивать начинает, вот как вот поколачивать начинает, когда к тебе кто-то как-то несправедливо и недостойно относится. Всегда к себе прислушивайтесь. Пускай, если человек с тобой так обращается, он не является тебе ни любимым человеком, ни другом. Вообще близким никакого рода человеком тебе не является. Близкий человек никогда не причинит намеренно, тем более, вред. Ни психологически, ни физически. Отказывайтесь, в секунду отказывайтесь от таких людей. Берегите себя, женщины. И будьте счастливыми. Ну все, не знаю, что получилось. Сейчас склею, выложу. Короче, вот как-то так. Все, буду допивать свой чай. Все, ребят, давайте. Всем пока.